Привет, мои дорогие! Здесь это видео поможет вам узнать, кто вы действительно, по мнению высших сил, относительно вашей дате рождения, независимо от месяца или года, только дате. Это называется число души. И еще хочу сказать, что я использую нумерологию в своей практике по системе Пифагора. Это всем знакомая система, и она старая система. Приписывается Пифагору, но это непонятно, как это все возникло. Это очень древняя система, и она не совсем отвечает нашей современной жизни. Есть другая система, более современная. Я использую обе системы. Хочу сказать, и новая система — это Чейро. Система очень классная, и она, на мой взгляд, больше подходит тому, что теперь в астрологии мы знаем, что теперь есть еще две планеты, которые не видно невооруженным взглядом, их не видели наши предки. И в Солнечной системе 9 планет. Да? Опираясь на эти 9 планет, я сейчас вам на картах Ленорман дам подсказку, очень важную относительно вашей даты рождения. Оставайтесь, будет очень интересно. Также это видео вам поможет вообще прояснить, вот какие силы, какие высшие силы, потому что все эти 9 высших сил, 9 планет очень позитивные и могут помочь. Но как вот именно вам, в какой комбинации из этих планет вы можете для себя взять наибольшую пользу от нумерологии? Ну вот так. Я использую карты Ленорман, потому что они хоть и были сделаны вообще были сделаны они эволюцией, да? Потому что мадам Ленорман использовала игральные карты, а в ее время было модно гадание на кофейной гуще, гадание на чае, и так постепенно возникли карты, которые называются мадам Ленорман, я их обожаю больше всех. И в них нумерология применяется уже относительно этой Чейро, то есть новая система с 9 планетами. Послушайте, будет информация очень важная, и я уверена, что и на нашем русском сегменте ее никто не знает, так что это уникально совершенно. Ну вот, поскольку система Ленорман делится на 9, как вы знаете, 36 карт, поделить на 9 будет по 4 карты, да, то именно эта система нумерологии, я ее применяю больше в Ленорман. Есть такое понятие санскритное, где мы используем лунные узлы, но это совершенно не то, это, на мой взгляд, вообще не очень работает, потому что лунные узлы — это даже не планеты, да. Вы знаете, что используются лунные узлы для некоторых систем, и именно с Пифагором идет, но здесь, там вообще нонсенс, оно не работает. А я вам скажу, что то, что я сейчас скажу, работает лучше. Еще раз хочу сделать дисклеймер, я употребляю в своей практике и Пифагора, и Чейро, both. Оба, да, нумерологических понятия. Ну, смотрите. Итак, вы знаете, что есть 9 чисел, да? Но вообще-то даты рождения не 9, а 30 или 31, да, до 31 доходит. Поэтому эта система, она лучше работает. Ну, начнем мы с первой карты. Это номер 1. Если вы родились 1 числа, то вами управляет Солнце. Солнце — это энергия, которая дается человеку для жизни. И Солнце, когда управляет вами, вы быстрый, энергичный человек, и на быстрой энергии вы лучше всего принимаете решения, и для вас эта энергичность. Я буду делать все очень быстро, чтобы все числа можно было покрыть в одном видео. Если у вас число рождения 2, то есть вы родились 2, то здесь вами управляет Луна. Луна — это женская персональная энергия. Если мы посмотрим сюда, Солнце — это у нас мужская. Это не значит, что только для мужчин. Нет. Но вами управляет мужская энергия. Это, как говорится, мужское Солнце. Мужской свет. Мужской цвет 1. А 2 — это женский свет. Свет Луны — женский свет. А свет Солнца — это мужской свет. Да? Итак, вторая карта — это новолуние. Именно идет по новолунию. По старому закону именно второй номер был новолуние. И теперь он остался новолунием или просто луной. Здесь у нас 2 таких первых числа. Луна — это энергия восприятия, ответа. Здесь это энергия инициации, это энергия ответа на инициацию. И интересно, что в английском языке эти буквы просто перевернуты, как M для man идет M так, а для W woman идет это M только наоборот. Это уже мои разработки. Итак, теперь третье число. Третьим числом в нумерологии по Чейро управляет
такая планета, как Юпитер. Это расширение. Но не думайте, расширение всегда хорошо. Расширение может быть и опасно. Слишком много тоже плохо, да, и так далее. Юпитер, конечно, очень яркий такой сегмент вообще в нумерологии, означает не просто расширение, expansion, расширение, да, но тоже как вот что-то умирает и рождается опять. Это тоже нужно знать, это тоже свойственно для тройки. То есть вот люди, число у них души 3, они могут начинать все сначала и всегда готовы каждый раз что-то по-новому сделать. Число 4. Число 4 принадлежит Урану. Это новое Солнце. Уран как новое Солнце. Это так называемое негативное Солнце, то есть Солнце разрушения, да. Это говорит, есть такое понятие «let us destroy», то есть давайте разрушим, чтобы возникло новое и подняться из пепла. Вот. Это очень важная карта и важный номер, тоже 4. Если у вас число 4, число души, то вы принадлежите именно к вот такой энергии нового Солнца, Уран. Угу. Теперь 5. Так, если 5 ваше число, это у вас Меркурий. Меркурий, конечно, это быстрый ум и коммуникация. Вот здесь, если у вас число 5, именно отвечает за ум. То есть вы больше полагаетесь на ум и меньше на тело. Здесь с телом нужно больше работать, да, если так. Я сейчас выложу все 9 чисел, это будет число души, а потом пройдусь тоже по другим числам, потому что другие числа еще имеют дополнительную информацию. 6 у нас это Венера. Нужно помнить, что Венера – это креативная энергия Творца, God's creative force, негативная энергия Творца. Я говорю по-английски, потому что книгу Черрио я читала по-английски, уже давно работаю с этим, и она, по-моему, даже не переведена ни на какой другой язык. Но круг нумерологов такой профессиональный, он очень узкий, он придерживается одного направления. Так что я вам говорю, что по-русски перевести это креативная энергия Творца. 6 это Венера. То есть это пассивная энергия творения, да? Вот такая. Дальше 7. Если ваше число души 7, это Нептун. Нептун это полнолуние раньше считалось, а теперь уже плюс добавился Нептун. И Нептун интересен тем, что он, как полнолуние и как Нептун, он помогает духовному пониманию жизни, spiritual understanding, духовное понимание жизни, да, и тоже он отвечает за хаос, за confusion, то есть непонятно, что происходит, какой-то туман. И вот если у вас число души 7, здесь может быть, что вы духовно очень зрелый человек и в то же время в материальном мире немножко не приспособленный. Число 8. Число 8, если у вас число души 8, то вами руководит Сатурн, Бог-Отец, это сила созидательная, это сила тоже конструктивная и в то же время, которая ограничивает для того, чтобы увидеть то, что самое главное, да. Ответственность, это время, это дисциплина, отвечает за время, за дисциплину. Вот так, если это 8. Вот эти энергетики вам будут помогать в жизни, если вы будете опираться на планеты. Но планеты вообще не суть раскрываются. Чем больше об этом думаете, чем больше для вас раскрываются. Если 9 число, это Марс. А Марс, конечно, у нас отвечает за персональную энергию. Вот смотрите, 6 это за энергию Творца, а Марс за персональную креативную энергию. Это очень мощная персональная энергия у вас, и вы можете вот сами все двигать, да. Ну вот так, вот эти главные числа. И теперь я скажу, если у вас более сложно составляющее число, тогда мы будем еще добавлять информацию. Например, 10, да. 10 это новое начало. Это вот как бы двойное солнце, можно сказать, вами руководит. 11. Здесь вообще это мастер номер, это тройное даже солнце, можно сказать, руководит вами. Это очень, очень яркое, мощное проявление единицы, поэтому мастер номер. 12 вам помогают солнце и луна вместе, если вы родились 12 числа. Если вы родились 13 числа, вам помогает как солнце. Вот видите, потому что помните, что солнце это 1, а Юпитер 3. И Юпитер это ваше... Вот на этих энергиях вы лучше всего можете
жить. 14. Здесь вами управляет Солнце опять, потому что 1, а также вами управляет Уран. Мы помним, что Уран — это новое Солнце, да, это такое негативное как бы Солнце. Солнце может обжечь. Если у вас 15 число, вами управляет как Солнце, так и очень важная энергия для вас — это Меркурий, это быстрый ум и контакты. Важно очень. Итак, 16. Опять солнечная энергия, энергия Венеры вам помогают. Если вы 17-го родились, вам помогает солнечная энергия, а также энергия Нептун. Мы помним, что Нептун это Луна. Раньше была полнолуние, а теперь Нептун. То есть Нептун выражает духовное развитие, зрелость духовную, я бы сказала. Так, дальше. Если 18-го вы родились, это Солнце и Сатурн. Сатурн ограничивает, вычеркивает все, что не нужно, чтобы вы только то, что нужно, видели. И Солнце дает успех. Чуть сдвину, чтобы вы могли все это видеть. Итак, 19 номер. Это Солнце и Марс вам помогают. Понимаете, вы суть поймете больше об этих планетах, когда будете раздумывать об этом. И они с вами начнут общаться, они живые. 20 номер. Это ваше число рождения. То есть, если вы рассматриваете все числа, здесь будет простое число. Например, вот у нас 18, да? Мы 1 прибавляем к 9, и у вас будет простое число 9, но еще 2 дополнительных, которые я только что объяснила. Вы понимаете, да? И это то, что вам на пользу дается. 20 число – это, конечно, Луна, но Луна, которая как бы усиленная Луна. Все 20 числа будут иметь силу Луны, все, начиная с 10-го, силу Солнца. Здесь Луна плюс Солнце, только уже в обратном положении. Главное, вот женская креативная энергия получать и мужская давать. Они в другом порядке, да? Не 12, а 21, уже в другом порядке. Здесь 22, это опять мастер номер Луны, женской энергетики. И это, ну, как в 100 раз усиленная Луна для вас. 23, здесь у нас идет Луна и Юпитер. Расширяет возможности Юпитер, и Луна дает понимание вот этого личного пути, потому что мы помним, что Луна — это именно путь человека, да, в этой жизни. 24 идет Луна, а также нужно знать, что Уран помогает и Луна, и Уран. Уран, он деструктирует, то есть разрушает то, что вы вчера верили во что-то, новое постоянно идеи должны приходить. Если трудно отказаться от вчерашнего мышления, вот именно вот 24 номер, он умеет деструктировать вчерашний день, чтобы новый день был новый совсем, конструктивный. 25 число у нас идет Луна, а также 5 число Меркурий. Вот это такое лунное сознание, да, лунный ум такой больше настроен на внутреннее личное, энергия принятия. 26 число, здесь Луна вами руководит, а также Венера. И это число очень сильно помогает вам найти вот этот баланс, потому что Венера — это креативная персональная энергия, а Луна — это путь человека. Видите, как уже предложения даже составляются, поэтому, ну, это такое быстрое видео, информативное, очень информативное. 27 числа, если вы родились, у вас здесь будет Луна, а также очень важно, что помогает вам тоже Нептун. Нептун дает духовное понимание, но тоже Нептун может давать немножко мутное сознание такое, вот когда желаемое выдается за действительное. И с Луной вместе вот эта сложность, поэтому возникает в 27 числе. 28 число – это Луна плюс такая энергия, как Сатурн. Сатурн дает серьезность, и Луна дает чувственность. Может так рассуждать. Но каждый раз что-то новое можно здесь, потому что планеты с вами говорят. 29 номер – это 2 и 9. 2 Луна, 9 это Марс. Вот это такая женщина-марсианка. 30 число у нас это 3, очень сильная 3, то есть сильный Юпитер, мастер номер Юпитер.
Потом мы имеем 31 число, это у нас уже пошли настройки, начиная, Юпитер и Солнце. Расширение и успех очень важно. Вот такие числа. Теперь я хочу еще пару слов сказать вот с этими числами сложными. У меня сейчас спрашивают, я делала раньше очень много видео по числам души. И чисел души всего 9, потому что у нас 9 планет, да. Опять же говорю, я не придерживаюсь системы Раху и Кету, потому что это вообще ни о чем, Раху и Кету, честно, потому что это все-таки даже не планета, это просто лунный узел. Эта система, она работает как часы, она дает массу информации. Каждая планета, она имеет, во-первых, свое штриховое изображение. Вы знаете, у меня об этом видео есть. Каждая планета – это энциклопедия знаний. Причем эти знания к вам приходят, вот, чем больше вы размышляете на эту тему. Да? Числа помогают понять, а карты Ленорман тоже дают дополнительную энергию, информацию об этих числах. Потому что каждая карта Ленорман очень сильно связана с нумерологией. Но здесь я воспользуюсь мгновением для тех, кто раньше не понимал мои видео. Я раньше делала очень много видео по числам души. Хочу вернуться к этому, потому что это мощная очень вещь. Понимаете, когда делаются гороскопы, это очень классно. Но гороскопы там вот их можно смотреть и по Луне, и по асценденту, и по Солнцу. И вы будете разные иметь. И по Венере, кстати, можно. Будете иметь все время разные знаки. Поэтому я говорю, нужно смотреть все знаки по гороскопу. А вот по нумерологии нужно смотреть только свое число. Самое главное ваше число нумерологическое. Существует всего их 9. И вот эти числа я дала только что дополнительную информацию, потому что они несут дополнительные знания. Но эти числа, они тоже имеют понимание как вот простого числа. Что нужно сделать? 3 плюс 1 – 4. Вот Солнце – это 4. То есть вы уже вспоминаете, что такое 4 – это Уран. Да? 3 плюс 0 – это 3, Юпитер. 2 плюс 9 у нас получается с вами, я не очень сильна в математике, как тут Петя, но тем не менее. 2 плюс 9 будет 11, а 1 плюс 1 – 2. Так что это 2, ну, естественно, это женская энергетика, 2, Луна. 2 плюс 6 будет 8. У нас здесь идет речь о Сатурне. 2 плюс 7, вернее 2 плюс 5 это будет 7. И здесь речь идет о Нептуне. Нептун у нас отвечает, опять же я сказала, духовность, да? Нептун 7. И вот эта карта кольцо тоже отвечает за это. Вот иллюзии какие-то о браке, да? Здесь очень много можно взять. И карта дополняет нумерологию. Здесь вообще клондайк информации. 2 плюс 4 – 6, Венера, сердце, видите, сердце, Венера, любовь. 2 плюс 3 это будет 5, и это энергия Меркурия, конечно, да, вот быстрые мысли, как крысы, а мысли это крысы. Мысли часто не конструктивные, они только мешают отдохнуть, вот это очень сильно отражает мысли. 28 это у нас 1, мускулинная энергия, креативная. 2 плюс 7 это 9, у нас получается это Марс. Марс это, вот видите, письмо одно такое, как Марс, оно такое активное, да? Собака у нас 1 плюс 8, 9, вот Марс, ну вот защитница собака, да. 2 плюс 2, 4, и здесь идет речь об Уране. Помним, Уран это 4. Раху и Кету, я вам сразу скажу, не работает Раху и Кету, ну это же не планета даже, понимаете? А зачем нам Раху и Кету, когда у нас в Солнечной системе 9 планет? Поэтому система вот эта с 9 планетами, она как часы работает. Кстати, есть еще алфавит у Чейро. Вы можете даже Google, будет по-английски CHEIRO. Вот его система, да, там алфавит тоже можете Google, это можете найти его книгу, прочесть. Я ее купила, она у меня есть в печатном тексте. 1 и 7, это будет 8, и это, конечно, у нас энергия Сатурна. Да, вот порядок в семье, и не будет недомолвок, а вот этой эмоции не нужны. Вот порядок в семье, да, Сатурна энергия. 1 и 6 у нас здесь отвечает, это 7. И мы вспомним опять, что 7 это у нас Нептун. Опять же, новая планета Нептун. И вот звезды с звездами сочетается такая мечтательность, да, нептунианская. 1 и 2 это 3 у нас получается, это Юпитер. Расширение возможностей, в гору зашел, на гору зашел, и уже все видно, перспективу лучше видно. 20 это 2, Луна. 19, 1 плюс 9 будет 10, 1 плюс 0 будет 1, так что это вот солнечная карта.
15, 1 плюс 5 будет 6, венерианская карта. 1 плюс 4 будет 5, и опять вспомним, что это Меркурий. Вот видите, умная лиса, да? Все соответствует. Нумерология по картам очень сильно соответствует. 1 плюс 3 ребенок. И ребенок у нас здесь 4. И 4 отвечает за энергию Урана. Новый ребенок, новый это что-то, да? Все соответствует. В Ленорман четко соответствует. Кстати, старшие арканы Таро, например, Марсельское Таро, там, где не прорисованные младшие арканы, тоже вот по этой системе нумерологической работает как часы. Я проверяла много раз. Так что можете предсказывать, используя нумерологию, если там нет рисунка, да. Рисунок очень важен, потому что рисунок это, ну, это самое главное. Можно домыслить, там придумать, есть школы Таро, всевозможные глупости всякие. Все на карте есть, все на карте есть, не нужно еще додумывать, это все, знаете, ни о чем. Но это так, я отступила от темы, ну, в общем, может, и не отступила, так по делу все говорю. 1 плюс 2 у нас 3, это Юпитер, расширение, в общем, птицы, видите, они расширяют свое пространство путем голоса, да, все соответствует. Мастер номер 11, это 2, плетки. И здесь идет речь, наверное, о повторяющихся движениях, о том, что работать надо много. В общем, такая помощница, рабочая помощница, плетка-помощница, да, инструмент какой-то, помощница. Каждая карта вот по системе Чейро, она как перчатка подходит и соответствует карте Ленорман. Карта Ленорман, на мой взгляд, самая гениальная карта. Я, в общем, такой ленорманист, энтузиаст, который просто, ну, вы знаете, я просто обожаю это все, я же горю прямо этим всем. С самого первого моего видео на YouTube я горю этим всем. Но это видно, наверное, потому что если человек не горит, тоже сразу видно, да? Anyways, 1 плюс 0 будет 1, и это солнечная карта, то есть время пришло. Карта активная, очень активная, урожайная такая коса. Ну вот так, девочки мои, мальчики дорогие. Но вот эти карты, не последние, что остались, они не о числах рождения, конечно, потому что они больше, но они тоже будут отражать нумерологию. Давайте просмотрим их тоже, почему нет? Просмотрим, конечно. Все для вас. Карта Луна, 32-я, 5-й номер. И нужно знать, что 5-й номер Меркурий. Вот больше думай, чем чувствуй, да? Всегда так нужно. Когда чувствуешь, мысли нет, неправильные мысли и так далее. Итак, 33-я карта, мастер номер, это дважды Юпитер или в 100 раз сильнее Юпитер. Расширение возможностей, ключ откроет все двери. Расширение возможностей ключ дает. Видите, как часы подходят. И это я знаю, это все нумерологисты всего мира. Но это совершенно на русском не знакомо. Это я вот вам даю от щедрости души моей. Потому что люблю моих подписчиков и так далее. Кто не подписан, девочки, мальчики, подписывайтесь. Здесь все для вас. 3-4. 3 плюс 4 это 7. И у нас 7 это Нептун. Вот как раз рыбы, видите? Нептун. Система классно подходит, да? 35. У нас 3 плюс 5 это будет 8. И это, конечно же, стабильность Сатурна. Якорь. И 36 это 9, это крест, тяжесть, конечно, марсианская тяжесть, потому что Марс символизирует железо, тяжесть металлическую, то есть металлический крест, тяжесть. Вот такая мощь в этих картах, я вам скажу, на самом деле. А я вас всех обожаю, люблю и жду ваших комментариев, и обязательно будем видеться. Пока-пока, друзья, до новых встреч!